Привет, армия. Это ли начало краха общественного доверия к HYB? Как ключевой сотрудник такого крупного агентства мог оказаться за решеткой? И что еще более шокирует, почему Тэхён решил высказаться именно сейчас? Неужели он что-то скрывал? За блеском и гламуром мира К-поп мощный шторм потряс, казалось бы, прочные и незыблемые устои. Корейский мир развлечений был потрясен шокирующей новостью. Ключевой сотрудник HYB, гигантского агентства, в котором работает BTS, был официально приговорен к тюремному заключению за участие в преступном деянии, которое не только нанесло ущерб компании, но и напрямую повлияло на имена ее артистов, включая BTS. И пока общественность ждала разъяснений, Тэхён первым высказался. Что касается Чингука, то это был не рядовой корпоративный инцидент, сюрпризы начали появляться один за другим. Первоначально эта информация была раскрыта анонимным информатором в корейском онлайн-сообществе, который утверждал, что сотрудник HYB, предположительно имевший прямой доступ к руководству BTS, был замешан в финансовых манипуляциях и передавал конфиденциальную информацию третьим лицам. Поначалу эта новость была воспринята как просто слух. Но несколько дней спустя ведущие корейские СМИ, такие как Yinhap и Dispatch, подтвердили правду. Упомянутый сотрудник был арестован властями и несколько недель проходил интенсивное расследование за закрытыми дверями. Когда состоялся первый судебный процесс, многие были ошеломлены доказательствами, представленными обвинением. Начали появляться внутренние документы, записи переписки и подозрительные денежные переводы. Помимо финансовых махинаций, появились обвинения в том, что сотрудники группы злоупотребляли своим доступом для манипулирования графиками артистов HYB, включая BTS. Общественность начала задаваться вопросом, связано ли это с предыдущими предположениями о задержках камбэка, внезапных отменах концертов и давлении на нескольких участников BTS. Тэхён, обычно известный своей молчаливостью и осторожностью, внезапно сделал заявление через свою личную платформу. Он не назвал ни одного имени, но его слова были значимыми и тронули сердце армии. Некоторые раны возникают не снаружи, а изнутри. Мы не всегда можем выбирать, кто работает рядом с нами, но мы можем выбрать защиту друг друга. Эти слова сразу же вызвали волну предположений о том, не стал ли Тэхён прямой жертвой действий персонала. Является ли эта травма личной? Некоторое время назад армии начали замечать изменения выражения лиц участников группы, особенно за кулисами. Во время нескольких публичных выступлений перед зачислением он казался тише обычного. Многие подозревали, что он что-то скрывает. Теперь, после того, как этот случай стал достоянием общественности, начинает проступать общая нить. Источник в HYB, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что у Тэхёна и Чингука возникли разногласия по поводу их личного графика. Однако позже выяснилось, что конфликт возник из-за внутренних манипуляций со стороны ныне заключенного сотрудника. Сам Чингук пока не делал официальных заявлений, но его молчание лишь подогревает общественное любопытство. Будучи одним из самых ярых противников несправедливости и жестокого обращения в индустрии, молчание Чингука вызывает серьезные вопросы. По-прежнему ли он пытается все уладить в частном порядке или готовится к дальнейшим судебным искам? Обвинения начинают поступать с разных сторон. Некоторые аналитики корейской индустрии развлечений утверждают, что это дело стало кульминацией давней внутренней проблемы HYB. В связи с быстрым ростом компании руководство не смогло обеспечить строгий контроль за всеми сотрудниками, наделенными важными полномочиями. Многие имеют широкий доступ к артистам, личным данным и даже к принятию стратегических решений. Злоупотребление этим может привести к фатальным последствиям. Некоторые фанаты даже нашли старые видео, где Тэхён и Чингук общаются с сотрудником-мужчиной, который, как теперь известно, является виновником инцидента. В одном из видеороликов Тэхён с серьезным выражением лица и без тени улыбки отказывается отдать телефон сотруднику. Тогда этот момент считался незначительным. Теперь же он стал вирусным, давая понять, что Тэхён, возможно, давно подозревал о неподобающем поведении. С другой стороны, HYB наконец опубликовала официальное заявление. В пресс-релизе, опубликованном сегодня утром, компания заявила, что упомянутый сотрудник был уволен с начала расследования и подтвердила, что будет в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами. Однако компания не предоставила подробности о том, какие артисты пострадали напрямую, включая то, понесли ли BTS убытки по контракту или личные убытки.
Несколько дней назад после публикации заявления Тэхён снова появился в прямом эфире, на этот раз с более спокойным выражением лица, но в глазах, казалось, было много эмоций. Он сказал: «Когда кто-то ранен изнутри, это гораздо глубже, чем можно себе представить, но мы не будем молчать». Это заявление породило предположение, что Тэхён может рассматривать возможность судебного иска или даже других мер личной защиты BTS от потенциального дальнейшего ущерба. Некоторые корейские эксперты по правовым вопросам начали высказывать опасения, что если будет доказано, что сотрудники группы нанесли вред BTS посредством контрактов, нарушения конфиденциальности или даже принудительного участия в мероприятиях, то участники группы имеют право подать индивидуальный иск о компенсации. Это может создать важный прецедент для южнокорейской индустрии развлечений, которая давно известна своими внутренними злоупотреблениями. Еще более удивительным является появление информации о том, что несколько бывших сотрудников HYB высказываются. В анонимном интервью местным СМИ один из них признал, что внутреннее давление на артистов было очень высоким, иногда даже выходящим за рамки профессионализма. Он сказал, что существует некая серая зона, где сотрудники могут планировать свои графики. Доступ к важным решениям артистов без необходимости регулярно отчитываться перед руководством. Если это правда, то HYB явно необходимо провести серьезные внутренние реформы. Теперь вопрос в руках Чингука, почему он до сих пор не высказался? Ждет ли он подходящего момента, чтобы раскрыть все сразу? Или предпочитает тихо защищать свое агентство? Учитывая долгую историю Чингука, сталкивавшегося с общественным давлением, и его смелость раскрывать правду, общественность уверена, что он не оставит это без разъяснений. Одно можно сказать наверняка, эта буря не закончилась, на самом деле она только начинается. С вынесением официального приговора HYB больше не могут прятаться за фразой «внутренние проблемы». Это дело стало достоянием общественности. А учитывая, что BTS находится в таком пристальном глобальном внимании, каждый следующий шаг будет определять направление их будущего как группы и каждого в отдельности. И в этой напряженной обстановке военные остаются главной силой, охраняющей их. С бдительным взором и чуткими сердцами они терпеливо, но и с полной отдачей ждут правды, которая была скрыта. Один вопрос продолжает звучать эхом: что же на самом деле происходит за стеклянными стенами HYB? После волны домыслов и беспокойства, охвативших фанатов и широкую общественность, пришло время раскрыть правду, основанную на тщательно проверенных фактах. Новость о том, что сотрудники HYB якобы приговорены к тюремному заключению по обвинению в манипулировании данными, нарушении конфиденциальности, которое навредило участникам BTS, оказалась ложной и не имеет под собой никаких веских оснований. На самом деле, вся эта история, широко распространенная в различных социальных сетях и на новостных сайтах сообществ, является лишь результатом неверной интерпретации информации, подтасовки мнений без веских доказательств и сенсационности, созданной для привлечения общественного внимания. Независимая группа по расследованию, состоящая из журналистов индустрии развлечений, юристов и представителей медиамониторинга, провела тщательный поиск и не обнаружила официальных документов из южнокорейских судов, указывающих на какие-либо судебные разбирательства против сотрудников HYB, связанные с BTS или предполагаемыми внутренними манипуляциями. Также нет никаких доказательств наличия полицейских отчетов, повесток или незаконных документов, указывающих на то, что сотрудники HYB подвергаются или подвергались судебным разбирательствам, как упоминалось в вирусном сообщении. Официальный пресс-релиз корпорации HYB, опубликованный ранее на этой неделе, также подтвердил, что никто из ее сотрудников не причастен к уголовным делам, о которых сообщалось. В своем заявлении HYB заявила: «Мы глубоко сожалеем о распространении ложной информации, порочащей нашу компанию и артистов. Мы примем меры в судебном порядке против тех, кто распространяет ложные новости, вызывающие беспокойство среди фанатов и общественности». Этим решительным заявлением HYB прямо отрицает все распространенные заявления. Кроме того, нет никаких официальных заявлений от Тэхёна или Чингука, указывающих на то, что они столкнулись с критической ситуацией или испытывают внутреннее давление, как это себе представляет общественность. Цитаты, якобы взятые из них, на самом деле являются фрагментами старых высказываний, вырванными из контекста и искаженными ради драматизма. Многие из циркулирующих видеороликов и статей – это просто фанатские теории, выдаваемые за истину.
Это явление в очередной раз подчеркивает важность медиаграмотности среди общественности, особенно среди поклонников К-поп, чья огромная численность и способность формировать общественное мнение. В эту стремительную цифровую эпоху ложная информация легко распространяется и становится популярной, если она подается в обрамление эмоциональных историй, кликбейта и приправлена кажущимися правдоподобными теориями. Этот инцидент – не только урок для СМИ и фанатов, но и напоминание всем сторонам о необходимости быть осторожными с распространением непроверенной информации. В данном случае, хотя многие поддаются слухам и демонстрируют эмоциональную реакцию, важно помнить, что BTS являются частью профессиональной индустрии развлечений, которая находится под строгим контролем как со стороны компании, так и со стороны юристов и южнокорейских юридических органов. Дело такого масштаба не может пройти незаметно, не будучи обнаруженным основными СМИ, если оно действительно происходит. С учетом уточненной информации, подтвержденной доказательствами отсутствия реального судебного процесса, новость о тюремном заключении сотрудников HYB, несомненно, ложна. Это лишь один из многих примеров того, как слухи могут широко распространяться, если их не контролировать фактами. Мы, как поклонники развлечений и сторонники BTS, должны выступить в роли щита, защищая их от угрозы фейковых новостей, которые могут не только нанести ущерб их репутации, но и нанести ущерб их репутации, а также эмоциональной стабильности артистов, которых мы любим.